Привет! В это непростое для всех людей время команда Playtronica решила изучить, что происходит в наше время с касанием, что будет с тактильной чувствительностью в будущем и какие технологии помогут нам сохранить и проапгрейдить эти способности. Эти вопросы мы задали Антону Дарсо, лингвисту и психологу, исследующему синестезию. Вопросы мне очень понравились, потому что новая ситуация и новый ракурс, он действительно и обусловлен, серьезно обусловлен, а с другой стороны, все равно тактильность, она текучая вещь, текучая, потому что, с одной стороны, тактильность неизбежна, она всегда есть в теле. Мы можем как бы включать осознанность какую-то, можно не включать, но тем не менее тело неизбежно существует. Это, наверное, единственное чувство, от которого нельзя избавиться вообще. Можно только выключить внимание. Поэтому оно и более-менее трансформируется постоянно на индивидуальном уровне. Вот, поэтому та ситуация, которую мы переживаем, явно, да, как-то будет влиять. Как еще пока не очень понятно, сейчас мы сегодня, наверное, с вами обсудим это, но явно будет влиять на восприятие и тела целиком, как такового, и гаптики, как ощущение руками в контакте с реальностью. Ну да, ну вот вы как раз сказали, что тактильность, она будет всегда, и вирус, который сейчас распространен, это не первое, что переживает человечество в условиях карантина, поэтому, наверное, мы остановимся на тактильности и на касании, которые не входят в общий дискурс пандемии, карантина, эпидемий, и всегда остается актуальной. И хотя есть какие-то вещи, которые исторически изменялись, но мы не задаемся вопросом, почему это изменение произошло. Нам кажется, что так всегда было. Ну, например, на американском флоте, об этом писала Сьюзен Зонтак, убрали дверные ручки и какие-то металлические кружки рядом с фонтанчиками. И это была первая реакция на то, что сифилис это болезнь, это инфекция, она передается невинным путем. Но мы не задаемся вопросом, что этих ручек не существует. Принимаем это вот как данность. Вот. И, наверное, вначале мы поговорим про общие социальные аспекты касания, о том, что происходит в разных сферах нашей жизни, что уже поменялось. Вот, например, то, что я выше упомянула, что еще поменяется, и что сейчас меняется, и что будет с касанием в будущем. Ну вот хотелось бы начать с таких касаний, вернее, социальных касаний, которые мы, в общем, обычно и не замечаем, как эти ручки дверные, которые мы привыкли, что их нет на флоте. Вот что интересно можно выделить такую категорию, как социальные касания и как то, что мы не замечаем как социальные касания, то, что происходит при этом каждый день. Ну, мне кажется, что тело вообще теряет какую-то социальность, вернее, оно интимизируется. И мне кажется, вот за последние 2-3 века мы стали более гаптическими в социальном смысле. Ну, то есть кнопки, планшеты, кнопочная культура, которая началась там еще в 50-х годах, телефонная культура, да, там, где манипулируют гаджетами при помощи каких-то буквально точечных манипуляций с кнопками или с тачскринами. Это раз. А в том смысле, почему тело интимизируется, мне так кажется, что раньше тело было более социальным, но это толпы, это там какие-то танцы, по большей части, которые происходили в общественных местах. И вообще вам нужно было присутствовать
в общественном месте, чтобы каким-то образом наладить контакт. С приходом телефона, телевидения, радио, все это дистанцировалось, наши контакты дистанцировались, и мы, в общем, погрузились в сплошную гаптику, а тело как будто уходит на второй план. Ну, то есть нам не надо физически присутствовать в социальных контактах, ну, во всяком случае, не так часто. То есть, грубо говоря, все сместилось в фокус рук. Вот так сузилось и сместилось в фокус рук. Что касается других социальных моментов, то, мне кажется, они стали более точны, ну, то есть там касание пальцем, переворачивание страницы, доступ к privacy другого человека только путем тачскрина и так далее. Вот, и мне кажется, что, ну, грубо говоря, прям буквально мир сосредоточился на кончиках пальцев. Все остальное перешло в такие более избирательные формы контакта. Ну, там, дружба, там, интимность и так далее, более избирательного характера. Ну и отсюда, естественно, перенос смыслов. То есть, если раньше смысл получал через весь канал тела, ну, то есть мне нужно быть где-то, быть на площади, чтобы поприсутствовать при передаче новости глашатаем, например, ну или на казни, или еще где-то, то сейчас мне этого не нужно, у меня нет смысла быть телесно где-то. Вот, значит, смыслы переносятся из действия телом, как в спорте, да, когда вы целиком вовлечены, ну, буквально вот в контакты пальцами. Я могу узнать новость, буквально щелкнув пальцем по экрану. А раньше нужно было выйти на площадь. Да, вот. Можно ли это связать с тем, что раньше просто были такие ритуалы, которые подразумевали общественное присутствие, а сейчас, по сути, их не осталось? По крайней мере, те, которые требуют социального взаимодействия близкого, социального касания. Ну, ритуал – это избыточное действие, которое несет определенный смысл личностный, да. В данном случае, если вам выйти нужно на площадь, чтобы узнать новости или поприсутствовать при каком-то социальном действии, это не ритуал, это необходимостное действие, продиктованное прямой необходимостью. А под ритуалами я больше бы сейчас понимал какие-то там фестивали, встречи, когда, в принципе, встречаться не нужно, но как бы хочется, и да, и можно. То есть избыточность подразумевает ритуальность. Мы называем ритуалом действие, которое, в принципе, могло бы и не совершиться. И смыслово нагруженное действие избыточного характера. Да, в этом случае нет, это не ритуал, безусловно, это необходимостное действие. А в данном случае, сейчас, в текущей нашей ситуации, не в карантине, я имею в виду, а в современной формации, технологизированно насыщенной, да, много ритуалов. Только потому, что мы можем себе позволить эти избыточные действия. Мы, наоборот, хотим совершить что-то, хотя без этого можно было и обойтись. Ну, например, получить новость от друга можно просто по СМС. А мы хотим с ним все равно увидеться. Но вот это больше похоже на ритуал. Хотя здесь есть слово «хотим», то есть есть необходимость. Но все равно есть ритуал встречи, походы в кафе, каких-то аутингов и так далее. Больше похоже на ритуал. То есть то, что есть избыточное, то позволяет совершить какой-то ритуал. А если это просто необходимостное, ну вот вам нужно отрубить голову человеку, да, в наказание, и вы должны присутствовать при этом, как гражданин своего сообщества, да, какого-то. Но это не ритуал, это некое как-то следование правилу этого общества. Вот, ну, естественно, это меняется, да. Угу. Правилам в обществе мы хотели бы спросить про то, как все будет изменяться в связи с изоляцией, да. И тут можно обсудить, что в принципе ряд профессий уже, ну, в них уже присутствует некая дистанция от общества, изоляция, и есть сенсорная депривация, которая тоже изучается. Вот интересно, насколько мы сейчас будем находиться. Саша, а вам можно вам вернуть вопрос, вас спросить, так что, как вы считаете, насколько изменится такая социальная практика или и ваша конкретная практика как художника в связи с
теми видимыми событиями, теми событиями, которые вы наблюдаете сейчас? Что изменится, но в то же время я каждый день смотрю вообще, в какую сторону меняется все. И вот буквально сегодня, например, я узнал, как изменилось отношение к общественным событиям там, для каких-то компаний, которые раньше проводились для того, чтобы собрать как можно больше людей в одном месте, что-то презентовать и потом всех распустить. А сейчас из-за данной ситуации людей будут собирать мелкими группами, но на продолжительный период времени. То есть получается, что ивент-индустрия, ну, так как мы сейчас об этом говорим, она будет работать больше в режиме такой галереи или музея, с продолжительным действием, но с меньшим объемом людей для взаимодействия. Вот, например, такое изменение происходит. И интересно просто смотреть, ну, вот видеть в этом тенденцию, именно связанную с той данностью, которая дается, и как подстраивается под это общество или индустрия данного. Да, тогда можно, знаете, продолжить эту логику мелких группировок, да, и так далее. Мне кажется, что сейчас, ну, у вас след, если просто думать аналогичным образом, после террористических атак были введены чекпоинты, да, и все это превратилось в некие гейты, через которые человеку нужно было пройти, затратив определенное время или имея какое-то условие, ну, условие паспорта или там каких-то еще документов. Вот в данном случае мне кажется, что ну, вот то, что мы сейчас наблюдаем, если логика продолжится, ну, понятно, что карантин уже снимают, во многих странах все это расслабляется, национальные границы, может быть, еще будут закрыты, а внутренние функции восстанавливаются, да, как капилляры прорастают уже обратно в норму. И мне кажется, что если логика все-таки продолжится по таким избирательным изоляциям или проверкам, то, скорее всего, кроме группы крови, вам придется в профиле эпидемиологическом своем указывать, болели ли вы теми или иными болезнями, включая вот эти вот ковиды, которых потом откроют не один, скорее всего, а много, но их на самом деле много, по-моему, 9 штук коронавирусов. У вас будет эпидемиологический пропуск, в котором там определенные группы вас будут пускать, потому что они уже переболели, или у них толерантность будет выше. И там вы будете касаться кого угодно и как угодно, без всяких изоляций. А другие группы будут с изолированным касанием, и вообще там, скорее всего, нужно будет одевать какие-то респираторы. Ну, типа того, переболевших и не переболевших. У вас будет иммуностатус какой-то. Иммуностатус или эпидемиологический профиль, в котором кроме группы крови, ну, отдельная, да, такая физиологическая категория, будут еще какие-то болезни, через которых вы прошли. Ну, в общем, логика такая, что, может быть, это будет не прямо сейчас, но в силу того, что такими группами риска становятся старики, а задача человечества увеличить жизнь, да, в среднем человека, то, скорее всего, таких групп будет все больше и больше, потому что человек будет жить все больше, дольше и дольше, и у него будут степени vulnerability, степени риска. И каждая группа там после 60, после 70 будет с определенным индексом риска. И вас просто будут не допускать, как, ну, мы уже к тому моменту тоже состаримся и попадем тоже в какие-то группы риска, да, скорее всего. Но молодых людей, у которых будет иммунопрофиль строже, ну, то есть больше пройдено болезней, чем у нас с вами, да, там у старых уже людей. Вот, скорее всего, мы будем таким образом группироваться через эти профили и через группы риска под те или иные вирусные статусы. Да. Мне кажется, что виртуальное присутствие, этот virtual presence, он будет параллельно обычному физическому присутствию. И это даже плюс этой самой условной пандемии, которая вытолкнула людей в виртуализацию, да, в виртуальное пространство во всех модусах, в рабочих, в искусстве и так далее. То есть это огромный плюс для меня, но я вообще такой поборник технологий.
и в университете преподаю технологические инструменты педагогики и прочие такие вот аспекты педагогики, связанные с технологией. Поэтому для меня огромный плюс, что сейчас происходит, потому что, хотя и больно, но тем не менее многие, даже старшее поколение преподавателей сейчас просто вынуждены использовать. Ну да, что это вот эти новые форматы, которые позволяют искусству существовать в виртуальном мире, оно делает его универсальным. То есть Да, доступ к какому-то материалу, к произведениям есть не только какая-то группа людей из определенного города или чего-то страны, но и вообще у любого человека, у которого прямо сейчас есть доступ в интернет. Вот. И мне кажется, если говорить не только про искусство, если это касается общественной какой-то деятельности, это тоже очень интересно. Я знаю сейчас практики вовлечения и соучастия людей в решении общественных каких-то социальных вещей. Если раньше нужно было собираться и обсуждать какую-то проблему города, двора и так далее, и на нее собиралось там 2-3 активиста, то сейчас тебе никуда не нужно выходить, чтобы принять решение или предложить новую идею, и даже бабушки, которые малоподвижны и маломобильны, они могут присоединиться и тоже выносить какие-то свои мысли, идеи. Вот, и в этом смысле, мне кажется, что такие форматы, как сказал Антон, они будут дополнять другие форматы оффлайн. происходит отличная вещь, которую можно понять как дифференциация. То есть вот этот вот масштаб возможностей, он, во-первых, расширяется как по левому кругу, так и по правому. То есть мы становимся более тактильными и более осмысленно тактильными в одном. Что такое левый и правый? Ну, условный континуум, который мы говорим, что физическое присутствие, ну, например, левый полюс, да, вот конкретно, такое конкретное присутствие, когда человек действительно должен быть. И мы видели с вами в последние 10 лет, 15 лет приблизительно, музеи начали приглашать к тактильным контактам. Это был целый тренд за рубежом, потом он перешел в нашу среду российскую, где музеи включали в себя интерактивные, касательные какие-то вещи. То есть вам нужен полный контакт гаптический с предметом, и вы получаете некое эстетическое удовольствие. С другой стороны, ну, условный правый полюс этого континуума, это когда вы вообще, вам не нужно присутствовать, вам достаточно там одного смс или одного там виртуального посещения. Очевидно, что это расширяется. То есть и гаптические контакты, которые музеи и наши планшеты и так далее от нас больше требуют, и наоборот виртуальное присутствие становится более потенциально насыщенным. Как вы, Кристина, говорите, бабушка может прийти, которая раньше никогда не приходила. Вот недавний концерт знаменитой группы собрал 4,5 миллиона зрителей, да, вы видели позавчера. Не будем называть фамилии и названия, да, нам не очень это важно. Но самое главное... Какая-то была трансляция? Да. Ну, то есть эта группа как никогда бы не собрала такое количество зрителей. Вот никогда 4,5 миллиона, для меня эта группа, ну, как бы не находится в таком ранге популярности. Ну, я заметил, что наши сети научных статей тоже получают огромное присутствие. То есть у меня, например, рейтинг вырос буквально там в 10 раз, буквально за несколько дней, потому что, очевидно, люди всю свою активность, все свое внимание теперь посвящают поискам информации онлайн и меньше реальных контактов. Но это временная ситуация, но тем не менее она покажет человеку возможность виртуального присутствия. Хочешь ли ты на этот концерт и так далее, хочешь ли читать этого автора. Да, Саша? Ну вот мы просто сейчас говорим о людях, и тут хотелось перейти к такому вопросу, как мы в Playtronic разрабатываем TouchMe, и сейчас ощущаем, насколько люди начали чаще нас спрашивать про устройство и использовать его. Соответственно, вот вопрос про касание и даже, возможно, познание себя с помощью касания, и если социально оно
сейчас не так разрешено, то насколько вот в таких домашних практиках, насколько самостоятельно человек сейчас, получив возможность больше себя изучить, может быть, своего ближнего через касание, насколько вот вообще фокус сейчас может поменяться на те же практики mindfulness и, не знаю, то, что связано вот с ощущением себя самого. Ну, мне кажется, любой mindfulness, ну, то есть сосредоточение на себе, на своих реакциях, он может происходить только когда у вас есть контакт с реальностью, потому что mindfulness необходимо насыщать. Вы долго не сможете копаться в себе, рефлексия не бесконечна, она требует внешних впечатлений. Поэтому вот эти внешние впечатления не могут быть заполнены, удовлетворены такими девайсами, как TouchMe, то есть неким заигрыванием не просто с реальностью и с собой, но и с включением в петлю взаимодействия другого и предметы. И, известно, что если человек долго находится там в одной ситуации, он начинает обращать внимание уже на какие-то мелочи, на истории предметов и так далее. Ему становится, знаете, арктический синдром или синдром космонавтов, которые они в замкнутом пространстве начинают уже терять контакт с миром большого круга, но наоборот обретать больший контакт с миром малого круга. Вот, поэтому, это как раз при длительной изоляции, при депривации. Да, арктический синдром. Вот, и мне кажется, что, безусловно, ваш предмет, ваш девайс, надо было бы сейчас как-то бесплатно раздавать людям, чтобы они научились взаимодействовать с тем, что вокруг. Им это сейчас необходимо, потому что можно представить, сколько сейчас людей страдает от сенсорной депривации, не умея войти в ближний вот этот круг предметности и поиска смысла в ближнем круге предметности. Ну, то есть там история предметов, фотографии и так далее. Я уверен, что сейчас половина человечества, да, конечно, не половина, да, Европа и Америка, обратившись к своей квартире, они там уже все раскрыли, все вымыли, и все достали все свои альбомы, и все уже рассмотрели. То есть они вернулись в ближний круг предметности. И, конечно, Playtron, он был хорошим таким дополнением этого ближнего круга предметности. А есть ли какие-то ограничения вот в этом? Я сейчас не про конкретно нашу технологию, а в целом, если рассматривать разные методы такого погружения, если нельзя, вот есть ли какие-то ограничения в том плане, что как те же космонавты просто перепогрузиться, уйти слишком далеко, глубоко? Как вам кажется, у вас такой же человеческий опыт, как у меня, на самом деле? То есть вы тоже понимаете, наверное, границы, насколько когнитивная депривация и сенсорная депривация взаимодействуют друг с другом. Ну, то есть сенсорная депривация не всегда ведет к когнитивной депривации, если у вас более-менее готовность к самораскрытию, к общению с другим человеком. В принципе, человек – существо бесконечное в смысле смысла генерации его образования. Мы можем существовать, как показывают всякие научно-фантастические фильмы, да, полет длиной в поколение не проблема для человека. Но мне кажется, что это так. Потому что адаптация может произойти к любому environment. Вот. Но тем не менее, насколько когнитивная депривация может быть следствием сенсорной, мне кажется, зависит от личности. Насколько личность вообще готова к самососредоточению, к поиску внутри, а не снаружи этих смыслов. Поэтому мне трудно тут какие-то универсальные законы раскрывать, поэтому я и вас тоже хотел бы спросить, насколько вам кажется это все. У нас был такой опыт музейный, вот могу с этой стороны подойти тоже. Мы фантазировали на тему, что если в будущем человек сможет управлять своими балансом веществ, что
своими, ну, не только эмоциями, а вообще мышцами через некие импульсы, которые уже будут не связаны с текстом или с какими-то сообщениями извне. Мгм. Да, то есть вот есть такое понятие биофидбэка, когда собственное тело изучает, например, те же спортсмены при помощи конкретных технологий, которые количественно дают нам определенные данные, на которые уже мы свое тело так или иначе подстраиваемся под них. Мгм. И вот как раз мне было интересно рассуждать на тему, как эта технология может сейчас стать популярной или востребованной с точки зрения. Ну и вообще не только такие технологии, а в целом, ну, вот Саша сказал про плейтронику, которая была больше про искусство, и скорее про искусство, и как такие технологии сейчас становятся, могут стать играть, точнее, социальную роль в изучении партнеров, себя и так далее. Ну, то есть не просто там создать какое-то новое произведение, но и с помощью TouchMe изучить себя, понять себя лучше, прочувствовать. Ну, смотрите, по поводу биофидбэка, вообще любого фидбэка, он же не является как бы универсальным и абсолютно не носящим никакого смысла. Наоборот, биофидбэк это то, что получает смысл, когда этого смысла до этого не было. То есть, грубо говоря, я не рефлексировал, как мне расслабиться. Но как только я вижу какую-то картинку, неважно какую там, какую-то черту, либо диаграмму и так далее, вот это самое расслабление, порядок расслабления в теле, приобретает визуальное наполнение, какой-то смысл. Плюс еще научный антураж в данном случае играет большую роль. Я к чему это? Потому что Playtron это своего рода биофидбэк, только с насыщением не научного антуража, а антуража искусства, антуража воспроизведения музыкальных каких-то элементов и так далее. И здесь это очень важно. То есть нам кажется, что это некая игрушка, а на самом деле можно трактовать как часть биофидбэка, которая озвучивается, то есть получает вот это вот смыслообразование у него, смыслообразование искусства. И насколько человек будет готов преодолеть вот эту сложность спонтанности этого искусства, да, то есть он слышит звук. Я много работал с Playtron и видел, как работают другие, и мне кажется, что для многих пользователей сложность наделить собственным значением эту самую спонтанность. То есть я не знаю, зачем я играю. И вот если мы вернемся к идее карантина и самоизоляции, то, может быть, для некоторых людей вот это вот я не знаю, зачем я играю, и что это за музыка такая, которая встраивается в мое касание, становится ответом на мое касание, может быть, приобретет вот такую когнитивную составляющую. То есть я пойму, как я самовыражаюсь. И это все будет именно результатом такой вот изоляции. То есть я сначала изолируюсь, обычно это трудно сделать человеку, который рассеян в социуме. Вот. Если я изолируюсь и потом получаю некое эстетическое удовольствие от самокасания или касания до партнера, вот, в этом случае да. В этом случае подобного рода изобретения, девайсы, они помогут опредметить вот это вот беспредметное касание, неосмысленное касание. То есть получается, как какие-то новые создать для себя карты новых территорий. Да. Открыть для себя новый опыт. Увидеть в малом круге предмета большой круг предметов. Ну, мы тут просто еще посмотрели, какие есть устройства, в принципе, на рынке. Даже не то, что готовые, а скорее технологии. И наше, конечно, главное желание вообще, чтобы технологии меняли конкретно нашу данную ситуацию, но и в целом, чтобы это изменение происходило благодаря технологиям.
И интересно узнать ваше мнение по поводу этих устройств. Вот, одно из них – это проект студента RCA, такая насадка на палец, называется Fulu. И называется он Haptic Fingernail for Augmented Reality. Понятно, что тут спекулятивная немножко история. Ну, вообще, это студент, там, да, показ. Взял какую-то технологию, раздул это до продукта, возможно, создал даже некий искусственный спрос, искусственную нужду на этот продукт. Но сейчас, как никогда, кажется, что это действительно важная вещь. Если в двух словах ты надеваешь насадку на палец и, прикасаясь к цифровым фотографиям, ты ощущаешь текстуру этого материала. Это еще не было встроено никакие перчатки виртуальной реальности. Я думаю, что это многообещающая вещь, потому что, ну, во-первых, это привычно для человека. Например, манипулятор мышь не был привычный, но все равно встроился как очень удобное эргономичное изобретение во взаимоотношении с компьютером. Да, но в данном случае, наоборот, мы видим уже привычную вещь, которая может встроиться в... Я просто не понимаю, почему на один палец, это не очень... Ну, пока на один, грубо говоря, да. Ну, мне кажется, в продолжении телемедицины и различного рода телехирургии и так далее, где необходимо чувствовать какие-то фактуры, ну или хотя бы какие-то предупреждения о том, насколько фактуры жесткие или там поддающиеся или не поддающиеся разрыву или просто касанию, насколько они разрушаемы от касания. Мне кажется, в продолжении всех этих технологий, которые мы сейчас уже видим, как массивно развиваются, нам необходимо будет подобного рода. Я так понимаю, там маленький вибромотор стоит, да, который, да, вроде, да, потому что иначе пока я не вижу никаких возможностей технологий передачи тактильности. Вот, если этот вибромотор показывает очень грубой форме ту степень тонкости материи, да, тонкости прерывания текстуры. Если текстура грубая, там один раз сигнал, если текстура более-менее мелкая, там несколько раз сигнал, ну, понятная технология. Вот. Мне кажется, что этого мало, ну, то есть это прям совсем зачаток. Потому что, когда мы касаемся, мы чувствуем и форму, и температуру, и вообще отзывчивость, не просто текстуру, но отзыв, то есть ее мягкость при прикосновении. То есть это очень-очень грубое приближение к тактильности. То есть я думаю, что даже вам придется переприспосабливать свои... Научиться, да, его подстраиваться под него. Свои рецепторы долго будете переприспосабливать именно под эту технологию. То есть, ну, мне кажется, это многообещающий первый ход, но мне не кажется, что это как-то будет на рынке популярно, потому что это еще не доработано до той степени приемлемости на массовом рынке, которая бы говорила, что да, вот я хочу этим воспользоваться, мне это было бы удобно, я чувствую предмет. Ну, здесь предмет не чувствуется, здесь чувствуется буквально, видимо. То есть теоретически, гипотетически касание близкими это не заменит на расстоянии? Конечно нет. Это весь вопрос, опять же, в той же самой дифференциации. Планшет, в общем, ничего не заменил, по сути, он просто встроился. Он отодвинул другие функции, он стал как бы такой вот творческой, я имею в виду планшет как идею, да, коммуникации, как такое вот устройство, которое что-то в себя включило. Он перетрансформировал качественно наше взаимодействие с миром. Он ничего не заменил. Телевизор как есть только в одной нише, мобильный телефон в другой нише. Некоторые носят один мобильный и один планшет. Это говорит о том, что планшет не заменяет, и смартфон не заменяет другие устройства. Они просто встраиваются так творчески, качественно, изменяя реальность. Поэтому, скорее всего, данное устройство включится как манипулятор мыши для компьютера. То есть некая инновация, которая стала удобна.
Вот. Но не заменит, нам ничто не заменит человеческого контакта, никогда. То есть мне кажется, если человек, ну, грубо говоря, не проявляет какие-то формы тактильного аутизма и отстраненности, то у него есть некая врожденная необходимость в контакте. Это из-за всего, из-за того, что наша температура тела одинакова, 36,6, там мы касаемся, что фактура наша подобна друг другу, а подобное – это комфорт всегда. То есть подобное стремится к подобному, потому что ему комфортно в одной ситуации друг с другом. Мы не сможем дигитализировать тактильность в той степени, в какой, ну, если это совсем не будет какая-нибудь цифровая иллюзорность непосредственно с проекцией в мозг, когда у вас иллюзия возникает, вот, как фатизм, да, который вот я вижу глазами действительно, но это уже другие формы, другие технологии, проективные, непосредственно безэкранные технологии, которые непосредственно в мозг проецируют объекты и предметы. Мне кажется, прямо в мозг обычно запах доносит. Ну... Да. Иногда бывает стимуляция языка, например. Тоже такие возможные технологии, когда у вас на языке лежит контакт, и, вернее, множество контактов, и вы начинаете ощущать горькое в зависимости от того, какие вкусовые рецепторы стимулируются на языке. Но это совсем уже другие безэкранные технологии, которые не требуют работы, не требуют активного выбора, не требуют взаимодействия с предметом и так далее. Ну вот да, вы уже упомянули как раз аутизм и некоторые другие. Мы хотели поговорить про разные ситуации, в которых искусство и технологии выполняют или могут выполнить важную социальную роль. Это Альцгеймер, это аутизм, это деменция. Насколько мы понимаем, для них касание играет чуть ли не большую роль, чем для нас, является важнейшим составляющим. И сейчас насколько такие технологии, насколько разные виды их смогут помочь им не то чтобы заместить, но продолжать ощущать. Саша, а у вас есть какой-то опыт работы? Потому что я на самом деле с патологиями мало связан. Я вот скидываю в чат наш. Это два проекта, которые я нашел. На удивление, там за основу взяли технологию TouchMe, но о позиционировании и вообще группы людей, с которыми работают, они совершенно, вот у нас не было даже близкого опыта работы с пожилыми людьми, а здесь этот продукт прямо позиционируется для них. И я вкратце расскажу. Это такая немножко в духе New Age сделанная деревянная сфера, внутри которой встроены контакты, и при взаимодействии, когда человек нажимает с разной силой, он слышит или она слышит записанные какие-то песни, воспоминания, может быть, родственники, которые записали. Ну, вот такая вроде бы очень простая, открытая вещь, но удивительно много было ревью я нашел, и конкретно этот проект из Голландии, еще был один из Австрии. Вот, то есть как терапия это использовалось, именно вот такое касание, связанное с дополнительными аудиостимулами, но связанными семантически с человеком. Мне кажется, это отличная адаптация Playtron, потому что она делает Playtron неким устройством age-friendly, ну то есть для людей к технологиям не слишком приближенных и, может быть, даже несколько пугающимся проводов и прочих таких вот. То, как выглядит Playtron, да, там это по сути кусок платы, да, который несколько такой футуристический у него дизайн. Ну, да. А здесь адаптация как визуальная, так и смысловая, потому что Playtron играет, ну,
любую музыку, мы это знаем, да, то есть все зависит от фантазии и того, кто настраивает плейтрон, и того, кто, собственно говоря, может им манипулировать. А в данном случае, мне кажется, великолепная адаптация, потому что для человека, находящегося уже в возрасте, пожилом возрасте, да, мне кажется, что важно не творить, а вспоминать. Для него Вот это такая вообще психологическая интересно, опора. что происходит вот именно с сенсориумом, с чувствами у человека вот во время старения, ну, если... В зависимости, конечно, от того, кто стареет, там здесь все индивидуально. Вот, то, что чувства притупляются, мне кажется, это банальная истина, особенно проксимальные чувства, там вкус, запах, вот, ну и ощущение цвета, сенситивность падает. Но мне кажется, даже не в этом главное. Главное в том, что жизненный план, он как бы немножко сворачивается. Потому что когда вы молоды, вы понимаете, что у вас большой потенциал, вы не считаете свои года впереди, ну то есть вы знаете, что там приблизительно сколько-то времени у вас есть, но вы не включаете это в жизненный план, то, что называется в акмеологии жизненным планом, да, сколько вам еще, ну условно осталось, да, там, что вы можете успеть за это время, то, мне кажется, в пожилом возрасте этот жизненный план, он сворачивается до буквально одного там дня и так далее. Ну, то есть, вы, грубо говоря, вы не видите больше, что, то есть не представляете себя долговременных перспектив. Поэтому в данном случае рисковать собственными чувствами, каким-то образом что-то пересоздавать, переосмысливать, ну, тавтологии, да, но нет смысла. А есть смысл опереться на собственную память, на собственные уже созданные смыслы, когда-то проверенные смыслы. Это не хорошо и не плохо, опять же, это никак не оценочно должно звучать. Это то, как мы с вами, как животные символические, подходим к концу. Ну, то есть, как мы осмысляем то, как мы должны закончиться, да, как мы должны подвести черту под своим существованием. Кто-то обращается к религии, кто-то там... Но все равно это какие-то фундаментальные проверенные истины. Грубо говоря, нам так приятнее и нам так безопаснее. Поэтому вот это устройство, которое показали, оно, ну, мне кажется, гениальным такой адаптацией именно к этому возрасту. То есть, во-первых, не пугающий интерфейс, природный интерфейс, гармоничный интерфейс такой вот, как будто из ниоткуда, да, и то, что действительно приятнее больше вспоминать, чем создавать. Просто создавать создание не включается в ваш жизненный план. Вот, а вспоминать приятно, потому что вы что-то прожили, чего-то достигли, и вы бы хотели это все пережить снова. Вот, поэтому здесь, ну да, великолепно. Я думаю, что вам как-то тоже взять надо на вооружение, чтобы захватить, ну, как бы понять этот возраст и включиться в него. Да, нам на самом деле интересно, но, к сожалению, так много вещей еще вокруг. Но это просто так включается в ваш жизненный план. У вас еще много вещей впереди. Да, еще хотела про отличный пример, который делала Playtronica. Саш, расскажешь про касание через воду? Да, сейчас скину ролик. Это мы настроили 8 вентиляторов работать таким образом, чтобы они включались и выключались одновременно с ритмами. С вентилятором я знаком, потому что вы мне давно про него рассказывали. И да. я видел это видео. Да, ты сам полировал. И тут мы тоже говорим, по сути, это про касание, и про касание, которое дистанцировано. Вот, может быть, еще немножко порассуждать на эту тему. То есть, ну, опять же, здесь мы на территории искусства, как мы можем дистанцированно касаться людей. Вот, например, про звук говорят, что это касание на расстоянии, что звуком люди касаются подводных глубин или там планет далеких. Вот как это связано с восприятием нами именно ощущения ветра, вот потока? Как это можно с этим работать, например? Ну, я еще знаю, что в Тейт было, помните, мы обсуждали с вами. Да, сенсориум, да.
где была тоже трансформация визуального в ветер, ветреный поток. Не помню, как называлась эта картина, вам точка просто называлась, очень просто, где просто черный круг на картине. И этот черный круг трансформировался в некий ветряной круг, когда можно было чувствовать вот этот поток из определенного источника. Ну, приблизительно то же самое, только у вас звук ветер, а там изображение ветер. Вот. Насколько я помню, у вас с ветром работали люди с какими-то ментальными особенностями. Да, предыстория была такая, что нас попросили сделать этот проект для выставки как раз для слабо видящих и слышащих людей, а потом еще к нам пришла целая группа из театрального кружка людей с аутизмом, и мы даже какое-то небольшое микроинтервью взяли у них по поводу того, что они ощущают от соприкосновения с работой с этой. Угу. Ну, тут комментирую, я опять же не специалист в каких-то патологических вещах, не специалист по аутизму, но в данном случае мне кажется, что просто как человек, понимающему, может быть, какие-то особенности, что ветер – это что-то безопасное, да, что ветер присутствует всегда, и успех этого проекта был в том, что вы изменили сложный стимул, ну, музыку, да, в данном случае, там болеро звучало, да, или что-то в этом роде. Еще более естественный, еще более такой простой. Музыка и так, на самом деле, безопасна, ну, большей части. Вот, а вы трансформировали еще более безопасный вариант, модус, который был в виде потока воздуха, который можно встретить буквально каждый день, всегда. И он ни о чем опасном никому не говорит, он настолько привычен, что здесь не нужно включать какие-то эмоциональные реакции. А если говорить шире про аутизм, на самом деле, насколько я понимаю, люди с аутизмом, они могут бояться контактов физических. То есть для них это может представлять какую-то опасность. Вот, поэтому здесь, наверное, иллюзия контроля, подконтрольность какая-то. То есть если я произвожу действие в отношении предмета, он мне отвечает. Если не произвожу никаких спонтанных реакций, он не выдает. Мне кажется, вот эта вот форма комфорта, она для аутизма важна. То есть если я ничего не делаю, то и мне ничего. Реальность не выставляет как некое требование сенсорное. Поэтому, мне кажется, нужно двигаться вот в эту сторону. То есть вот вентиляторы и ветер, и, может быть, более какие-то температурные вещи могут подойти. Мы хотели туда поставить грелки, но рядом с нами была работа, уж не помню, какого-то классика, художника, который бы не выдержал просто таких перепадов температур, но я согласен, что температура добавляет ощущение. И вот я был на одном проекте в Белграде, такая галерея, которая устраивается в обычной квартире. И художник, не знаю каким образом, но он... там такое обычное центральное отопление, но он раскрутил батарею так, что она топила, ну как вот очень тепло было там. И вся работа заключалась в том, что люди просто находились в теплой комнате и пытались взаимодействовать, как обычно. Но это было странно смотреть, но интересно, потому что какой-то новый изменение происходит, и ты не понимаешь, в голове это не укладывается, почему в этой комнате так тепло. Ну, видимо, было сложно, потому что все-таки было дискомфортно. Было дискомфортно, но ситуация требовала, как это в музеях бывает, разобраться, понять, и проблемную ситуацию почувствовать. Ну да, возможно, просто у меня недостаточно был контекста, что это там было связано.
Температурные режимы интересны были бы, если бы они картировали все тело. Например, руки в холоде, а ноги в тепле, или наоборот, какие-то, может быть, температурные штампы на тело. То есть вы находитесь, например, в холодном помещении, а к вам прикладывают какой-то теплый предмет. Или наоборот, в теплом помещении к вам прикладывают какой-то холодный предмет. Причем к какому-то конкретному, какой-то конкретной части тела или какому-то конкретному там к руке или к ноге. Вот. Или даже к касательным, то есть к оптическим вашим зонам, к ладоням, например. Но известно, что если ладонь одну опустить в холодное, другую горячее, потом потрогать теплый предмет, то будет, наоборот, реверсивное впечатление. То есть то, что вы трогали холодный, станет как будто бы горячее, и наоборот, ну, знаете, да, иллюзию. Да. Вот мне кажется, что с аутизмом и с прочими особенностями нейроразнообразия можно было бы каким-то образом входить в контакт именно вот этими символическими, с одной стороны, а с другой стороны, довольно безопасными вещами. То есть ветром, температурой, и, может быть, если там кто-то принимает, то и вкус, потому что он знаком и не является агрессивным для определенного рода категорий людей. Поэтому трансформация одного в другое, одного модуса в другое, не просто должно быть, мне кажется, продиктовано художественным смыслом, хотя это первично для вас, Саша, вот, но и самой аудитории, в данном случае там аудитория с особенностями, мы сейчас о них говорим. Вот. Ну и терапевтическая функция, тоже мы с вами в прошлый раз говорили, она несколько отличается от функции искусства. Если функция искусства, как мне кажется, сначала вывести из равновесия, да, потом дать новое равновесие с новым смыслом. То есть переосмысление контекста, вы сначала наводите хаос, грубо говоря, как художник, а потом объясняете все, что это может значить, то есть подавая новый смысл хаоса и новый смысл нового порядка. Вот, то, безусловно, с лицами с нейродегенерацией, ну, то есть Альцгеймера, вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем, и особенностями ментального развития, здесь важно понять, что мы все-таки не нарушаем, а сразу идем по пути терапии. Вот, либо очень быстро проскакиваем вот этот хаос, вопрос, дисбаланс, и сразу выходим на уровень терапии. Вот. Но мне кажется, ваш проект с вентиляторами изолирован очень хорошо, был терапевтический, потому что ветер был мягкий и, в общем, не было никакой опасности. Вот, ну, Антон, большое спасибо вам за этот диалог. Мне кажется, мы какие-то важные темы обсудили, и давайте действительно продолжаться общаться и делать проекты, и изучать, собственно, эту область. Да, давайте, мне кажется, что в искусстве много сосредоточено на символах и мало сосредоточено на непосредственном переживании. То есть художник уже привносит некий срез реальности, который хочет, чтобы как в кадр погрузился зритель. А вот самого момента проживания, динамики, ну, может быть, кино или какие-то более-менее такие развернутые во времени виды искусства, да, действительно об этом этим озабочены, а вот искусство галерейное пока что нет, и музейное. Вот, мне кажется, что вот упор на проживание и на упор на внимание к сенсориуму, как к динамически развивающемуся такому комплексу контакта с реальностью, как интеллект, да, и в оппозиции к интеллекту сенсориум. То есть то, что мы умеем, можем и знаем о своих чувствах, вот этого внимания, ну, маловато, я бы сказал, либо оно очень условно. Поэтому очень интересно участвовать в тех проектах, которые включают человека, что называется, не головой, а всем его физическим существом, включая вот эти 5 условных чувств, ну и, конечно, больше, да, ну вот назовем это 5 чувствами. Поэтому, да, спасибо за приглашение, здорово участвовать, да, и вам удачи и вдохновений.